Педро Дини гулял со своей собакой по кличке Богиня в лесу в окрестностях Карьер-сюр-Сен, когда случайно увидел еле живую собаку, по голову закопанную в песок. С помощью Богини он откопал бедняжку, дал ей воды и, что самое важное, спас жизнь. Дома он выложил фото в Facebook и получил неожиданную поддержку огромного количества пользователей. Кроме того, многие призывали наказать живодера. Немного придя в себя, Педро объяснил свое шоковое состояние. На поверхности оставалась только голова бедняги, но и ту было трудно увидеть из-за большого количества земли на ней. Мужчина подумал, что собака оказалась под землей в результате обвала. Она не могла двигаться и, скорее всего, уже несколько дней находилась здесь без еды и воды. Педро и Богиня начали осторожно откапывать бедняжку. Собака была спасена. Педро освободил ее шею от веревки, которая душила животное. Второй конец веревки оказался привязан к пакету, наполненному гравием. Это еще раз подтвердило, что Афина была на волосок от гибели и никак не смогла бы выбраться самостоятельно. Полиция была уверена, что это дело рук живодеров. Бордоский дог по кличке Афина действительно была в очень плохом состоянии. Педро и его собака дали ей воды, отмыли морду и буквально вернули к жизни. Ее немедленно отвезли к ветеринару. После осмотра врач заверил, что, несмотря на сильный стресс и обезвоживание, жизнь Афины уже вне опасности. Осталось уточнить, откуда стали известны имена участников этой истории. У Афины было клеймо, которое позволило быстро найти ее хозяина. Полиции он заявил, что она просто убежала из дома. Однако полицейские обратили внимание горе-хозяина, что собаке уже 10 лет, и из-за артрита она не могла далеко убежать. Его обвинили в жестоком обращении с животными, оштрафовали на 35 тысяч евро и посадили на 2 года в тюрьму. Несмотря на возраст и пережитый шок, Афина восстановилась достаточно быстро, чем очень удивило ветеринаров. И хоть она была найдена в очень плохом состоянии, забота и доброта сделали маленькое чудо. Афина опять стала доброй и жизнерадостной. Практически каждый, кто видел эту историю в социальных сетях, высказывал свое к ней отношение. Сам же Спаситель заметил, что очень важно не оставлять в стороне проблему жестокого обращения с животными. Возможно, Педро и хотел бы остаться неизвестным, но из-за того, что история оказалась настолько резонансной, этого не получилось. К счастью, история закончилась хорошо, и Афина обрела новый дом. По словам нового хозяина, она очень добрая и ласковая собака. Она снова уверенно чувствует себя среди людей. И она снова счастлива в своем новом доме. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. До новых встреч!